второй состав. Сжатые сроки. Это новое задание, в котором мы должны реанимировать этот камин, дать ему вторую жизнь, или может быть даже первую. Он так и не работал. В балке видно, что задымление, переход был не вертикальный, а горизонтальный, поэтому камин при нагреве даже отходил, и было просечки дыма в комнату. Объект очень интересный. Это бывший заводской цех. Сделали его в стиле лофт для досуга наших клиентов. Здесь можно будет поиграть в теннис, бильярд, отпраздновать какую-то вечеринку, даже заняться немного спортом. Есть груша, турник, будет тренажер. Здесь есть грузовой лифт, на котором можно даже загнать маленькую малолитражную машину. Также мини-барная стойка, кухонька, баня. Здесь шкаф, и в шкафу монтирован выход на улицу. Получается, на улице будет открытые шезлонги, небольшой бассейн с зонтиками. Это место довольно-таки интересное. Позже более подробно покажем, что здесь и как. Поехали! Я бы сюда загнал бы мотоцикл и поставил его как экспонат. Захотел — заехал, захотел — выехал. Мы уже установили дымоход. Теперь начинаем разбирать все здесь лишнее. Лишнее здесь практически все. Такой вот интересный дымосборник. Его практически нет, сразу идет уже труба, прям из топки. Все вот это нам надо будет разобрать до низ перемычки. Прежде чем устанавливать поворотную задвижку, вымеряем длину от внутренней части канала до наружной части облицовочного кирпича. Затягиваем болтом, чтобы шток уже не ходил по задвижке. И отрезаем нужную длину. Кстати, вот такие прутки мы используем при кладке облицовочного кирпича. Задвижка Везувий. У нее толщина прутка 8. Есть такая маленькая особенность. Они делают здесь такие уши, которые нужно закладывать в кладку, закреплять сверху, чтобы они не крутились. Но это не совсем удобно. Во-первых, когда закрепляешь сверху, у тебя может отколоться кусочек облицовочного кирпича. А у нас такое было не раз, мы перестали так делать. Модернизируем задвижку Везувий, делаем крепление, как у рубцовских задвижек. И дорабатываем потай под шляпку самореза. Все готово. Если вы здесь первый раз, вы даже и не заподозрите, что есть выход в балкон. Бассейн будет, купели, лежаки с зонтиками, барная стойка и мангальный комплекс вдоль стены. Сперва подклеиваем большой, запиленный под 45 градусов. И он подклеивает ушло. Практически стоит сам в своей опоре. И упасть вперед особо не стремится. Дальше угловой. Угловой заранее делается 2 под 45, склеиваются. Можно за час, за 2. Это вообще был вчерашний. Намазываем и, можно сказать, его прям вклеиваем. Такой вот уголок у нас, можно сказать, прилип, как Филипп. Меня часто многие спрашивают, как я снимаю такие интересные ролики, как так получается, все классно. Да все очень просто. Просто у меня очень крутая видеокамера Зенит Красногорск 3. И делается это все вот таким образом. Зажигаем наш камин, доделали мы его.
Ну, уже видно даже, что при растопке никакого завихрения дыма нет. Камин был построен не нами. На первых картинках, фотографии у нас это есть. Его разобрали. Перекрытие портала, потому что там был неправильно сделан дымосборник, неправильно подсоединена труба. Труба была в горизонтальном положении и просто кирпичом подведена к сэндвичу. Тем самым выходил дым из-под камина. Работу выполнила команда Печник Тульский. Полное видео будет выложено на YouTube. Фотографии можно будет увидеть в Инстаграме, ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке. Мы завершили этот объект, и впереди нас ждет следующий. Поехали!